Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня интересная такая работа. Дело движется к осени, нужно утеплять ножки. Давно уже не вязали следочки, поэтому сегодня вот такая у нас тема. Из остаточков, как обычно, которых у нас скапливается много, предлагаю связать следочки. Симпатичные, в два цвета. Интересно смотрится, красиво на ножку ложатся. Вот такой вот интересный узор. Всем добрый день! Сегодня будем вязать вот такие следочки симпатичные, какие-то остатки пряжи, которые, как правило, у многих из нас валяются. Почему бы не приспособить? Тем более, что скоро осень. Наша задача набрать 5 воздушных петель, в кольцо провязать 15 столбиков и 2 раза увеличивать. Что значит увеличить? Провязывать по 2 столбика. Раппорт узора 45 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому наша задача, если у вас чуть побольше, объемнее ножка, можно еще немножко увеличить. 1, 2, 3. В кольцо, которое мы сейчас с вами образовали, вяжем 15 столбиков с одним накидом и замыкаем круг. 15 столбиков провязали, соединили с соединительным столбиком в первый столбик. И теперь наша задача провязать 30. То есть в каждом столбике мы провязываем по 2 столбика. По 2 столбика вяжем и считаем, у нас должно получиться 30. 30. Во втором ряду прибавляем 15. И в следующем ряду тоже прибавляем 15 столбиков. И всего у нас должно получиться 45. Вот. Провязываем. Смотрите, что как должно получиться. Вот такой круг. 15 набрали. Во втором ряду в каждом столбике 2 провязываем. А в третьем ряду, третья прибавочка, мы провязываем столбик сам по себе и 2. То есть добавляем опять столбик. В следующем 2 провязали. То есть такая добавочка 15 столбиков. После того, как мы прибавили 15 столбиков, еще 3 рядочка вяжем просто столбиками. И только затем начинаем вязать узор. Связали мысок из 5 петель 15, 30, 45. И 3 ряда просто так. Все, как я проговаривала. Теперь начинаем вязать узор. Вторую ниточку набираем. Первую не отрезаем. Она нам тоже нужна будет. Пусть она у нас здесь будет. Что делаем теперь? Смотрите. В любом месте мы вкалываем. В столбик. И вяжем. Привязываем. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик. То же место вкалывания, с которого мы сейчас вязали. Вот такая галочка. 2 воздушные петельки. Пропускаем 1, 2, 3. И в следующем вяжем столбик с накидом. 1, 2 воздушные петельки. 1, 2, 2 воздушные. 1, 2, 3 пропускаем, в четвертую вяжем. Да, точно. Я сказала раппорт 5 петель, а по факту это получается 4, да? 4 столбика раппорт. 1, 2, 1, 2, 3. Провязываем весь круг таким образом. У меня остался здесь один лишний столбик. Не 3 столбика, а 4. Ну, ничего страшного. Пропускаем и провязываем. Вот такой узор должен быть. Вытягиваем ниточку, чтобы она у нас потом не потерялась, потому что будем вязать другим цветом. Берем нашу сиреневую ниточку. И вот смотрите, у нас здесь 3 столбика. В центральный столбик вкалываем и провязываем сверху розовый. 1, 2, 3, 4, 5. Это столбик, 2 воздушные петельки и столбик. Галочка.
которую мы только что вязали другим цветом. 2 воздушные петли. Между розовыми 1, 2, 3 у нас столбиков. Центральный вяжем. Сверху розовый столбик. 2 воздушные столбик. 2 воздушные петельки. Провязываем столбик. 2 воздушные столбик. Такое вязание. А в следующем ряду, когда мы провяжем сиреневый, мы будем вязать в розовый. Такие же галочки. Сиреневый вяжем сами по себе, розовые сами по себе. И получаем такой достаточно симпатичный узорчик. Вот он у нас. Розовые сами по себе, сиреневые сами по себе. Довязываем второй рядочек. Находим нашу галочку из 5 воздушных петель. Мы начинали вязание, помните? В 3-ю воздушную петлю соединительный столбик. Соединили ряд. Смотрим, где наша розовая ниточка. Вот она у нас. В центр нашей галочки прокалываем крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И в центр розовой галочки вяжем розовую галочку. 2 воздушные петельки. Сиреневую ниточку убираем, чтобы она нам не мешалась, не распуталась. И вяжем только розовую. Узор вот такой простой. Столбик, 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли. И опять галочка. Нам нужно связать вот так по кругу до пяточки. У всех размер разный, поэтому сколько будет у вас, я пока не знаю. Вот у меня получился вот такой узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 розовых. Потом вяжем пяточку. Вот такой симпатичный узор. Провязали красивым узорчиком до пятки. Нужно обязательно замерять. Я не знаю в сантиметрах размеры, они же у всех разные. Нужно просто одеть мысочек на ножку и замерить до пяточки. Теперь нам нужно вязать туда и обратно нашу пяточку. Просто столбики с одним накидом. Оставляем 3 узорчика. Вот они у нас, 3 розовых узорчика. Их мы не вяжем. А сиреневой ниточкой, розовую можно уже отрезать, сиреневой ниточкой мы начинаем вязание таким образом. 3 воздушные петли — это столбик 1, по центру галочки столбик 2 и в галочку в сам столбик 3. В розовую галочку 2 столбика, 1, 2, 1, 2 и продолжаем. Сиреневые ниточки провязываем 3 столбика, а там, где розовая галочка, провязываем 2, 1, 2. Провязали ряд, не довязывая 3 розовых узора. Просто столбики с одним накидом. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание в обратную сторону и столбик в столбик вяжем столбики с одним накидом. Я провязала 9 рядов столбиков. Это моя пяточка. У вас может быть больше или меньше. Все разные. Поэтому вяжем столбики. Вот. Вяжем, вяжем, вяжем. И потом изнутри сшиваем столбик в столбик. Вот. Провязала 9 рядочков. Теперь с изнаночной стороны складываем наши ниточки. И наша задача сшить первый столбик с первым. Соединили. Столбик в столбик. Первый столбик, второй и столбик без накида. Соединяем и шьем. Сшили следочек. Вот он, такой у нас шов получился.
Пяточка готова. Теперь обвяжем вверх, чтобы было такое посимпатичнее. Берем розовую ниточку, привязываем там, где был наш шов, в центр. И вот таким образом 1, 2, 3. И еще столбик с накидом 1. И столбик с накидом 2. И вот наш столбик укладываем. Что значит укладываем? Вот так вот. Столбик без накида. 1, 2, 3. И еще столбик с накидом. И столбик с накидом. Вот наш столбик такой лежачий. Мы на него как бы укладываем узор 1, 2, 3. С общей вершинкой сделаем 1 и 2. Провязали. И вот опять лежачий столбик мы вот таким образом должно получиться. Вот я обвязала. Получилось такое вот у нас симпатичное, интересное обвязывание. И в итоге вот такой следочек у меня получился. Я вязала из слонимской пряжи. С одной стороны тут у нас есть дырочки, но за счет того, что вязание двойное, 2 ниточек, достаточно плотное, получилось тепло. Теплый такой вот следочек. 1 и 2. Очень часто спрашивают по размерам. На самом деле я вяжу всегда на 36 размер. У меня просто такой размер ноги на свою ножку. Но здесь ведь что самое главное? Начинаем вязание мы одинаково, а вот эту длину вяжем по своему размеру. То есть можно же ее как можно больше вязать, и получится любой размер. Я же показываю принцип вязания. Связали мысок, набрали узор и вяжем на ту длину, которая необходима. Сегодня видео-мастер-класс у нас завершен. Надеюсь, узор вам понравится. Этот узор можно еще куда-нибудь применить. Можно и следочки, можно, может быть, какой-то жилет связать полосочками. Тоже будет идея интересная. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. До новых встреч! Подписываемся на все мои каналы, чтобы смотреть видео мастер-классы бесплатно.